Ну, наконец-таки, мы увидим, что же потребуется для сборки катера. И мы продолжаем. Новичок, без доната в Last Day 2026. Погнали. Без доната и компромиссов. Самое главное мы знаем. Внутри этого катера два лодочных мотора. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и у нас очередная серия. Ну что, сделаем это. 3 молоточка. Ну, бункер Альфа, как обычно, изи-пизи. Еще шикарная локация на чопере. Это кемпинг-парк Гринвуд, да? Но мне кажется, Альфы достаточно. Дубы, это дубы, медь. На севере задание Бореала будешь делать. Наруби ее, переплавь, плюс батарейки разваливай, готово. Болтики вообще смех, гвозди, гаечные ключи, как и молотки, в том же бункере Альфа, да, и все тебе будет. А еще, вот недавно я на стриме, значит, забрал вот такой ящик, и мне просто 5 ключей подогнали, да. В общем, эти ресурсы несложно собрать, а вот что там внутри, создать немедленно. Ой-ой-ой-ой-ой, ха-ха. Еще один момент. Катер огроменный. Тебе надо 12 каменных клеток. Ой, какая боль. И чё? Ну давай пробовать как-то это, да? Значит, где? Вот у меня единственные каменные клеточки. Соответственно, мне надо их освободить, да? Ну и, допустим, вот в эту сторону идем. Еще 4 клетки придется камнем сделать. Плюс... Вот это безобразие все надо убрать отсюда. Ну чё, готов был? Я покажу, ты в шоке будешь. Ёп, наломал вообще мрак просто. Блин. Вот так вот я перенес, значит, все это безобразие. Катер. Нельзя строить как-то по-другому, только вот так. Он не вращается, имей в виду. Это раз, два. Пилорама, казалось бы, да? Ну возьми ты ее в инвентарь. Не берется она в инвентарь. Я тебе больше скажу. Она не поворачивается, не берется в инвентарь, и ее нельзя удалить. Вот хочу я удалить ее полностью из игры. Фиг! И чё? Ну, по лайфхаку я наломал, соответственно. Стены сломал, да? Пол везде на максимум сломал. Вот, смотри, пол заменил здесь. Здесь пол заменил, да? Вот тут пристройку сделал, перенес, такая вообще помойка. Значит, что нам остается, чтобы все-таки дальше двинуться? Нету железных листов. Шедеврально. Минус полчаса дублера. Жми красную кнопку. Дубль 2. Блин, что, запись забыл включить. В общем, рекламу посмотрел, пластины получил, да? Ну, если коротко, значит. И что, в результате, вот видишь, верстачок этот сдвинул. Ну и все, катер красиво поместился. Я уже в него вкинул, что у меня было накоплено. Давай еще раз быстро пройдемся по этим ресурсикам. Алюминиевые пластины и стальные. Я прям это все из почты достал. Откуда это все в почте? Все в плейлисте этого новичка. Посмотри. Всякие события, ивенты тебе дают. Вот смотри, еще насосы, дубы. Плюс здесь же в почте лежат, естественно, награды вот этого пути выжившего, да? Вот они, смотри, насосики были. Вот, видишь, карбончик был, да? В общем, как еще? Алюминий и сталь. Алюминий. Бункер Альфа фигач, вот такое говно дают. Вот сюда закидываешь и готово. Не хочешь это тратить, без проблем. Алюминиевая руда на севере. Пока делаем задание Бореала, да? Фигач и готово. Там же медные слитки. Через медную руду. В результате вот они шоколадки. Вот она медная руда. Медная руда это и есть сталька. Вот, да? Закидываешь все, сталька делается. Потом это все ложим вот сюда. И готово. И получаем нужные нам пластины. Изи-пизи. Смотрим. Дальше. Резина. Ну, конечно, стоки в порту. И это тоже нужная вещь, которую надо делать каждый день, когда ты дошел до сборки катера по пути выжившего. Зачищайте стоки. И будет тебе куча резина. Причем ее брать надо, потому что в вездеходе, повторюсь, я уже говорил, 200-250 резины. Точно не помню. Фильтры, насосы вот эти, то же самое. Стоки в порту. Доставки и ящики с морского дна поднимаем, но только после 10 левела репутации. И задание Бореала убиваем Бореала. Пластик.
Это такая вообще шляпа, слушай. Всякие пластиковые штуки-дрюки разваливать можно, это понятно. Есть еще второй способ, значит. В полицейский участок сходи и увидишь, там пластик всегда. Открываем зеленые карты и готово, будет пластик, да? Ну и разваливать. Значит, пустые бутылки. Какие? Вот такие пустые бутылки из-под воды. Пластиковые карты и будет пластик. Карбончик. Карбончик это развал огнестрела, да, может дать тебе карбон, но надо еще прокачать. Но все-таки основная тема это вот в пути выжившего тебе дают карбон, да, даже бесплатный аккаунт. Сезоны тоже постоянно дают карбон. Постоянно. Плюс события, такая важная вещь, события вот здесь, бункер Браво. Называется как бункер Альфа, только бункер Браво. То есть готовим много огнестрела, немного брони, лечения и готово. И проходишь, даже пусть ты и новичок. И здесь же событие лаборатория Генезис, когда оно появляется. Все этого более чем достаточно. Плюс также надо учитывать всякие временные события. Типа как вот сейчас идет, да? Вот охота за ведьмой. Вот смотри, канистры с топливом. Ну, пружинки, да? Нету карбона. Ну ладно, есть что-то другое. Здесь выкупа нет карбона, но зато есть, смотри, медные слитки. Вот это ерунда, дубы. Здесь тоже нету. А вот в прошлом охотничий инстинкт был карбон. В общем, ты понял, карбон сложно достается, но достается. Пойти в какую-то локацию и налутать много карбона, так не может быть. Его нету. Нету таких локаций. Дубы. Дубы вообще не считаем. Ёб, дубы это дубы, ну честное слово. Пошел нарубил их на худой конец. Ну так по факту. Тебе их здесь дадут. Тебе вот здесь их дают. Короче, это вообще вот смешно. Пружинки. Опять же, ПУ. ПУ, реально, сходи, посмотри. Там 2-5 пружин, ну будет, да? Там и пластик также налутаешь. И вот они, собственно, очень хорошо идут, пружинки, с развала огнестрела. Пусть даже у тебя еще не вкачан этот развал огнестрела. Они хорошо будут падать. 99% уже. У меня первый уровень развала огнестрела. Как действовать? Надо брать разбитый огнестрел, вкидывать сюда и прокачивать. И смотри, глок, грубо говоря, дает мало. Вот этот побольше, а вот этот еще больше. Чем реже огнестрел, скажем так, да, ну, грубо говоря, тем, да, значит, больше дает прокачки. И что? Ну и все. Бензин остался, да? Бензин, блин, ну ёб, бензин это бензин. Блин. Бункер Альфа, карантинная зона. Легко и просто нафигачить этого бензина, да? Ну и все. Ну и самое сложное, естественно, лодочные моторы. Мы их уже, в принципе, разобрали. Повторюсь. Стоки в порту. Раз. Доставки в порту грузов и ящик с морского днища. 2. Задание Бориал и босс Бориал 3. Ну, это не считается. Пластик разобрали. Вот эти воздушные фильтры. Пока будешь делать эти 3 вещи важные. Бориал, стоки и коробки доставки. Будут тебе эти воздушные фильтры, ёб. Ключи. Легко и просто. Бункер Альфа. Плюс сезонные награды. Да, я недавно ящик за сезон получил. Вон, посмотри. Вот казалось бы мелочь. Нифига себе мелочь. Тут тебе и ключ, тут тебе и это, тут тебе и это. Ну, капец. Да? И это постоянно. Каждый месяц сезон обновляется. Дальше, что у нас тут еще? Это разобрали. Ну вот, самые сложные винтики. Пусть даже в стоках за зачистку тебе не дадут. Тебе много чего другого в стоках будут давать. Те же самые фильтры, те же самые ключи. С морского днища ящики будешь поднимать. Бориала будешь убивать. Готово. В общем, как ни крути, вот эти 3 вещи, которые я перечисляю уже 500-й раз, делай и все будет. Все, вот теперь, да, вот бензинчик. Давай сразу вкинем ради прикола. Хотя, знаешь, вот я бы на твоем месте не торопился. Почему? А что, прям соберешь катер, что ли, вот сейчас? Вот. Ну и что тогда последний бенз сюда вливать? Мало ли нам пригодится кататься, да? Поехали, поехали. И к этим 3 вещам, естественно, зачищаем по максимуму, если успеешь еще. Бункер Альфа. Всякие временные события. Сейчас это по следу ведьмы. Не забывай все остальные временные события, типа как вот этот красавчик, да? Ну, как бы, вот она, ведьма, да? Задание ведьмы у меня уже сделано, ведьма наказана. Значит, идем дальше. Доставочки, стоки,
Бриальчик. Ты помнишь, мы с тобой блокировали? Нет? Ну вот, мы блокировали с тобой. Показываю на деле, как работает и что значит блокировали. Сейчас. Сюда надо было железо притаранить, да? Так, стоп. Опа, пластины железные. Ха-ха, блин, 20 штук. А я рекламу смотрел. Ну ладно, что, не лишние будут. Вот это вот безобразие, да, давай делаем. Сразу. Ну, я тебе покажу. Вот в прошлый раз я блокировал. Как красиво. Красиво блокировал. Понимаешь, да, когда вот я тебе говорил, делай заранее, это очень круто. То есть, когда у тебя коробки заранее лежат вот здесь вот, да, в трупике. Подошел, схватил, быстро чик-чик доставил. Блин, это великолепно. Это вот, ну, короче, это времени тебе сэкономит просто тьма тьмущая. Реально. Так, вот это, блин, каменные блоки тоже нужны были, они тут валялись. Вообще. Ну да, как ты хотел. И все надо, блин. И доставки надо, и это надо, все надо. Так, чемоданчики давай сюда. Вот это пока скидываем. Ну и пока там делается, да, давай мы с тобой все-таки момент посмотрим. Опа! Что это такое? Вот сейчас отмену жать не надо. Это моя доставка с прошлого дня. Берем и доставляем. Минимум одну коробку делай. Не делай 2, не делай 3. Если ты с донатом играешь, другое дело. Если без, блин, по одной доставляй. Ну реально, каждый день это очень много ресурсов. Будешь пытаться гнаться, по несколько делать, капец. В результате у тебя будет один день сделана доставка, а второй день ты просрал. Я больше наберу, если я и первый, и второй день по одной буду, чем ты по максимуму будешь выжимать. Обрати внимание, сколько доставок. 3, 4, 5, 6. Это предел в день. А почему у меня 7 получается? Я с прошлого дня заблокировал коробку. А вот поэтому я и считаю, что это лайфхак, самый настоящий. Транзисторы дали. Насрать. Когда дают что-то ценное, не рискуй. Когда дают ерунду, рискуем. Нормально. Че? Вилку для чоппера взял. Да, чоппер тоже сам себя не прокачает. А как его прокачивать? Элементарно. Надо каждый день, значит, стараться вкидывать ресурсы в прокачку чоппера. А для этого что делать надо? Зачищать бункер, значит, альфа и старую ферму. То есть, в принципе, да, у нас уже в данный момент такая серьезная тема в игре. И мы вообще можем забить на путь выжившего, на события. Нам надо каждый день с тобой альфу фигачить и старую ферму. Ну, по откату, да, как тебе позволят. Как у нас тут репутация? Еще один ключик. Наберись терпения. Не трать ключи. Ну, не трать, ну реально. Ключи тратим потом. Потом. Когда вот здесь у тебя будет 10 уровень репутации. Собственно, это вот один из 6 винтов тебе дадут, да? Если ты с премиумом, то у тебя еще 2 уже будет. Это уже целый моторный этот двигатель для лодки. И остается еще 3 нафигачить. Ну ерунда. А без доната? Вот так все будет. 3 вещи. Все. Делай их, и все будет. Реально. И не парься. Помимо этого, нам еще с тобой надо... Да. Нам надо еще продолжать задания Бореала делать. И вот они откатываются очень быстро. Поэтому поехали тогда делать. Это был чисто дружеский полет над суровой реальностью игры, а не классический анекдот с бородой. Принято и записано. Да-да-да, ты давай без матов. Что за дружеский Что под... Скажи дружеский подкол. Вот. Дружеский... Шутка дружеский. Да-да, давай из лексикона вот это вот Я не знаю, где ты этому понахваталась. Но не, матов не надо нового. Ты чё? Поняла, убрала из лексикона и переходим на чистый контекст без всяких лишних словечек. Угу. Защитить дом лесоруба. Чё? Я опять не взял эту чертову синюю настойку. Прикинь. И чё, блин, ну неохота броню-то ломать. Ну ладно, давай хоть как-то попробуем. Здесь как бы, да, грех не воспользоваться ситуацией. А чё? Чё? Ну и факел я не взял. Смотри, вот этот ствол, ну, очень хорош. Вот это рубака, да?
Но, блин, старайся, короче, им вот так не бить. Как? Ну вот так. Это же отвратительно, блин. Им надо, да. Им надо фигачить именно со стелсика. Ладно, что поделать. Без факела и синей настойки защита превращается в суровый экстрим на голой выносливости. Главное, вовремя сменить размашистые удары на точечные, чтобы этот ствол не растерпал всю прочность впустую. Стерпал. Твою. В общем, ты понял, да? Выяснили. Вот этот ствол, капец. Потом подразовьемся. Потом будет потом, да? Потом будет изи-пизи. Мы его будем с тобой ремонтировать, ёб, через стол ремонта. Но пока без стола, блин, это такая дорогая штука. Ее можно на очень долго растянуть. И она будет тебя радовать долгое время. А можно вот так вот, да, расфигачить как дурачок. Опять же, если хочется, да, вот хочется мне на все насрать, на выгоду, на шмыгоду, тогда забей, просто делай это. Да, конечно. Прежде всего играем в кайф. А не вот это, выгодно, не целесообразно, не целесообразно. Вообще насрать, хочу и делаю. Но я стараюсь тебе показывать два варианта, да. Такой наплевательский, и все равно будет все хорошо. И выгодный, и будет хорошо также, но быстрее. Первое задание сделано. У нас босс Бориал. Блин, я не ожидал, слушай, что мы до босса уже дошли. Дилемма вечна: играть по фэншую с максимальной выгодой или забить на все и просто устроить тотальный разнос ради кайфа. Мы с тобой совсем недавно убивали Бориальчика. 2 задания надо доделать. Нет. Не хочу агрить кабана. А вот эти ящики. Слушай, ну можно вскрывать, что нет? В них может что-нибудь и ценненькое выпасть, да? Ящик под взлом. Да, у меня все так же до сих пор нету взлома. Вообще нисколько никакого. И чё? Мне это не мешает делать паровозы. Вообще. Вот эти великолепные коктейли Молотова. Паровозы из зомби без всякого взлома. Классика жанра. Чуть-чуть побегал кругами, собрал хвост за собой и готово. Главное вовремя маневрировать, пока этот цирк за тобой бегает. Ага. Что такое? А что лопата, блин? Ой, какая боль, ёпс. Лопата сломалась. Блинчики. Ладно, нам в любом случае под Бориальчика еще с тобой собраться надо будет, да? Броня есть. Вот она красивая. А что нету? Факел и ракетница. Можно, в принципе, без ракетниц. Но тогда затрата брони будет больше, да? И лечения придется больше потратить. Все-таки лучше факел и ракетница. Это вот такая спокойная, ровная сборочка. Обыскать транспорт. Блин, все бы ничего, да? Если б я факел взял. Можно уже забить. На что? Ну, на задание вот на эти. Да еб. Ты понял, да, зачем это? Сэкономить лишний удар. Без факела и ракетницы бой с Бориалом превратится в жесткий аттракцион по расходу брони и аптечек. Угу. Ёлы-палы, блин, ты посмотри, какие орды. Смотри, здесь задание обыскать 2 транспорта. Здесь не надо 3-й ящик лутать. Именно транспорты. Толстяки и кабаны, патрули. Вот если не будешь торопиться, да, куда-то спешить, тогда нормально все будет. Выжидать надо. Я вот о чем. Тут ты абсолютно прав. Спешка на таких локах выходит боком. Действуем на чистом тайминге, переждал толстяка, обошел кабана и спокойно лутаешь нужный транспорт без лишнего шума и потери брони. Угу. Все, никуда не торопимся, ждем, когда толстяк уйдет, кабан уйдет и пошла жара. Ну вот, что-то долго стоит. И чё, не хочешь? Не хочу я ждать его. Кабаны пока ушли, я его быстро отработаю вот так красиво. А ствол этот... Слушай, нам его вообще подарили, этот потрошитель, да? И чё? Ну вот, вот и то. Ну, бензинчик. Он нам нужен. Мы не бегаем за ним. Вот так, вот как вот этот бензин, так происходит очень со многим в Last Day. Дом, милый дом, да? Давай я быстренько сейчас без тебя, как обычно, ресурсики все пораскидываю. Опа, а я переживал, алюминиевых пластин-то у меня тут хоть жопой жуй. Блин, вообще офигеть.
Реально. Ага, чуть не это. Хорошо, хорошо. Ну и что тогда? Тогда я думаю, даже вот не буду вкидывать все, оставлю еще на ракетницу. На будущее, ты понял, да? Сюда вот так красиво 4 штучки вкинем. И достаточно. Так, все. В принципе. Да. Что тут раскидываться-то? Ключик оставляем, в закрома ложим. Это, да. Это в долгую. Ну что, поехали. Накажем этого негодяя, да? Только еще термитной смеси выкопаем. Обрати внимание, нам надо было 3 выкопать, да? Мы выкопали 2, и локация обновилась. И чё? Задания-то нет. Можешь хоть 3 раза, да? И да, тем временем, пока я там носился, у меня, значит, ведьмочка откатилась, ё-моё. И чё? Я не хочу на нее сейчас идти. И не пойду. И тебе рекомендую действовать так же. Это понятно, что надо. Кому надо? Никому ничего не надо. Когда хочешь, делаешь. Когда не хочешь, не делаешь. И чё? Результат, он как бы без вариантов. Да? Болото мы разблокируем, вездеход соберем. И все у нас будет фантастически. Только кто-то будет куда-то пытаться торопиться, что-то себя заставлять, а мы с тобой просто будем это делать в кайф. Мы дойдем позже, но зато на дальнюю дистанцию сохраним еще интерес. Ты понимаешь, что? Не надо, если надоело, не делай. Это самый главный гайд, который я могу тебе посоветовать. Золотые слова про выгорание и долгую дистанцию. В таких выживачах пытаться играть через «надо» — верный способ забросить игру через пару недель. Уж лучше ковырять болото в своем темпе, чем сидеть с кислым лицом и фармить-то, от чего уже тошнит. Именно. Кабан вообще, да, дерзкий. Ходил тут, бродил вперед-назад, ёп. Давай, блин. Надо еще доп термитную смесь копать. Ну, лишней не будет, да, но не забывай, что ты ее прекрасно можешь за геном зараженного купить. Ну вот, что не взять ящик? Вот он стоит, ёп, никому не мешает, я без драки, да. Но, повторюсь, геном зараженного великолепная вещь. Вкладка «Север». Вот они, твоя термитная смесь, да. Поэтому сильно я не зацикливаюсь на этом говне. Вот ящик. Если полезет этот в драку, нафиг надо. Изи-пизи, да? Полез бы, я бы все, сразу убегаю в глобальную На этот карту. случай геномы зараженных – чистый чит, чтобы не убиваться об каждый куст и не фармить рутину Всё. ради пары баночек. Готово. Проще забрать со склада за валюту, чем страдать. Еще алюминиевая руда. Рано или поздно ее придется подобывать. Ну вот когда надо будет, тогда и пойдем. Все готово, задание сделали, бариальчик, вот он, да, красивый. Обрати внимание, все, 3 задания мы сейчас сделали, да, на бариала. Если его сейчас наказать и дождаться отката, ровно 1 час. Опять можно 3 задания сделать. То есть ты за 1 день, когда будешь килять бариала, 6 заданий делаешь. Блин, это реально. В результате 4 дня бариал. 4 дня бариал. То есть, понимаешь, в чем прикол? Ёл-пал, ты за месяц можешь 9 бариалов нафигачить. Легко. Было бы желание, да? Так, ну чё. Это все... Да, блин, мне может, кстати, хила не хватить, прикинь. Ладно, поехали. А если не хватит, тогда все, что я сломал, я все сломал зря. И ракетницу, и не ракетницу. Пошла жара. Танцуем. 1 удар. Несколько бьем, только если он юзает круговую вот эту обилку, да? Сколько? 3 удара, прям смело. Ну а что толку? От нее увернуться нельзя. Там кувырком что-то пытаться Ракетницы сделать. в зубы, Фигня. тактика на тайминге пошла. Тут главное не жадничать на отходе, когда он заносит лапищу под круговую. Лапищу. Если хил просядет, придется экстренно кружить вокруг колонн, но пока мясорубка в самом разгаре. Дожимаем гада. Ты понял, да? Что-то мне по хилу не хватает, походу. А чем чревато-то? Чревато тем, что капец. Уходим в глухую оборону и разрываем дистанцию. Если хил сейчас кончится, этот бой превратится в чистые руины, отступай кругами, тяни время на отхил и не жадничай ударами, иначе вся подготовка на смарку. Не бей.
Не бей больше. Как он юзает эти обилки, вот эти круговые? Рандомно. То мало, то много. Твою... Блин. Да уж, рандом с этими круговыми атаками чистое издевательство. То жмутится, то крутит без остановки. Ага. Как сейчас ситуация? Да Успел плохо вырваться все. на безопасную дистанцию, чтобы откатить хил, или он впритык зажимает? Смотри, в чем при... Да... Дай... Выкладывай, выжил в итоге или прижал к стенке? Как там шкала здоровья? Не выжил. Смотри, в чем прикол, когда ты начинаешь тут бегать по территории. Ой, вообще такое говно происходит. Он, значит, вот этих зомби респавнит, да? И чё? И они ломают твою броню. Тебе их надо еще убивать. Это такая вообще катавасия начинается. Ничего страшного. Даже смотреть рекламу не надо, чтобы восстановиться. Потому что на боссах ты улетаешь в начало левела, да? Хорошо, что я помер. Ну как, это плохо, но хорошо. Я могу тебе хоть показать, что не надо бояться, ёп. Ну да, что-то я погорячился. Я что-то думал, 2 стака мяса мне хватит. И чё? Да ёп, это катастрофически мало. У меня вообще по факту, посмотри, не особо, да, лечение. И чё? Ну ничего, ёп, нормально все. Вот так делаем. Обрати внимание, сейчас я туда зайду и буду замерзать. Поэтому я еще возьму вот так штучку одну. Так. Выпью эту настойку перед входом. И пока буду замерзать, но не очень быстро, да, быстренько поднимаем, одеваемся в теплую одежду. Ладно, что поделать. Что просрал? Факел то, что просрал, да? Зато тебе показал очень крутой момент. Что бояться Бориала точно не надо. Быстрей. А так, ну что, дубль 2, да? Повторяем все то же самое, только теперь это. Ну, вон у меня согревающие аптеки есть, нормально, да? И мясо все-таки был стак. И сколько там, 4. Сейчас 2 стака. Ну, все равно в притирку. Вот эта обилка, повторюсь. Вообще, он ее, ну, практически рандомно фигачит. Кому-то вопрет, он ее за бой 10 раз сделает. А кому-то не вопрет, он ее 20 сделает. Поэтому имей в виду. Стак обычных больших аптек. Все. Этого ее хватает поза глаза. Обычные аптеки. Ну, не бинты, а аптеки, да? 20 штук. И это все, любой косяк исправишь. Как бы там батл у тебя не завязался. 2 стака мяса и 20 нормальных аптек – вот это уже солидный аргумент, а не та эконом-раскладка с прошлой попытки. Таким запасом можно спокойно прощать боссу его рандомные заскоки с круговыми атаками, даже если он решит крутиться без остановки. Согревающие наготове, шмот на месте, дубль 2 пошел, давай дожимаем этого упрямца без лишних сюрпризов. Давай. Я решил сейчас огненную захавать аптеку, потому что что-то это, да? Смотри, 6 мяса осталось. Думаю, да ты чё, ёп? Чё, серьезно, что ли? Хотите сказать, что я не дожал опять? Не верю. Вовремя сообразил, а то с 6 кусками мяса там ловить уже нечего было, эта печка сожрет и не подавится. Огненная аптека в такой момент самое оно, чтобы выровнять здоровье и не дать ему дожать себя на остатках хил-ресурсов. Додавливаем гада до победного. А чё я распереживался? 2 стак мяса еще. Ёп. Я смотрю, у меня аж глаза округлились. Думаю, да ладно. Ты чё, серьезно? Как я так 2 стака мяса-то сажал? В общем, смотри, да? Не дешеви. Лучше бери стандартно. Аптечки. А так вообще мы почти справимся 2 стаками. Ну и все, и продолжается та же катавася, да? Единственное, тут ты будешь сейчас всегда замерзать. Тоже крутиться надо, но все, холод уже не уйдет, да? Только если согревающие Да уж, аптеки. мясо улетает в топку только в путь. Глаза на лоб лезут от такой скорости утилизации. Так что да, стандартные аптеки и согревающие – единственный нормальный вариант, чтобы не сидеть в холодном потнике и не переводить ресурсы впустую.
Зато теперь рука набита, тактика откатана, и этот замороженный босс уже практически досиживает свои последние секунды. Добивай остаток шкафы. В холодном потнике. Гадость какая, блин. Слушай, так, да, посмотри первого босса, Бориал. Все четенько, взял хил, никакие согревающие ее аптеки не нужны. А это что? А это просто вот хорошо, получился как хороший пример, да, что с хилом не балуйся все-таки. Бери аптеки или бинты. И оп, а что-то винтик нам не дали, а что-то... Подозреваю, что репутацию надо поднять. Ты понимаешь, что? Все завязано в этой игре. И репутацию, когда столько в порту поднимешь до винтика, вот тогда будут здесь падать винтики. Это просто предположение. А еще тот самый карбон дали, да, бензин нужный, вот, фильтр, движки, блин, ну, короче, мне кажется, вообще шикарно. В общем, скорее всего, подозреваю, что надо репутацию в стоках, в доставках прокачать, и вот тогда тут начинают падать винты. Делись в комментариях, тебе падали как, ты помнишь? Если помнишь, конечно. Падали раньше 10 левела репутации, не падали. А еще мы с тобой опять же геном заработали, да, и за килл, и за задания. И мы уверенно двигаемся к ремонтному верстаку. Но может быть возьмем гараж. Я уже тебе говорил в одной серии. Гараж это достаточно крутая штука. Вот здесь пустошь. Это даст нам возможность собирать штуку, которая показывает, где какой ящик Жирный лежит. лут в виде карбида, Реально. фильтров и движков – отличная компенсация за нервы с этим боссом. Карбита, карбона, еп. И на этой замечательной ноте я с тобой прощаюсь. Я надеюсь, тебе понравилась эта серия. Не забудь поддержать, оценить лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видос выходит каждый день. Не забывай про нашу телегу, если не работает Макс Печка ТВ. Уникальный контент, чат, розыгрыши, анонсы всех роликов, стримов. Скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Ну вот, посмотри, да, 57 минут уже осталось. И чё? Как только откат заканчивается, задания новые появляются. Увидимся в следующей серии. Нова, скажи коротко и интересно ее. Пока-пока. Серия в зачет, откат таймера пошел. Не забудьте подписаться, заглядывайте в наш уютный телеграм-канал за эксклюзивом и анонсами. Скоро увидимся в новой серии. Пока-пока. Молодец. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.